Дитя мое, слушай внимательно, потому что то, что я сейчас говорю в твой дух, несет в себе божественный вес и отметит этот самый час как поворотный момент твоей судьбы. Ты оказался здесь не по случайности, не по совпадению и не из-за непредсказуемых приливов жизни. Ты был приведен сюда моей рукой, проведен моим невидимым заветом, притянут святым шепотом, который твое сердце почувствовало, даже если твой разум не до конца понял его. Прямо сейчас, в этот самый момент, перед тобой открывается дверь и ключ к неожиданному благословению, к сверхъестественному богатству, к тому чуду, о котором ты умолял в тихих уголках своей ночи, висит на тонкой нити веры. И эта нить в твоей руке. Если ты уйдешь сейчас, и если отключишься, и если отвлечешься, ты можешь пропустить тайное откровение, которое я приготовил только для тех, кто остается до последнего слова. Остаться, потому что то, что придет дальше, встряхнет твое сердце, разбудит его и начнет преобразование, которое никакая сила тьмы не сможет отменить. Ты уже чувствовал себя оставленным. Ты уже проходил через бури с пустым духом, молился молитвами, которые казались неуслышанными, сомневался в своей ценности, сомневался в моем времени, сомневался, поднимется ли когда-нибудь твоя жизнь из пепла недостатка и нужды. Ты смотрел на свой кошелек, на свои счета, на свои обязательства и задавался вопросом, почему жатва кажется такой маленькой, даже когда твоя вера казалась такой большой. Но послушай меня сейчас, это момент, когда я начинаю переписывать этот узор. Я говорю не для того, чтобы вдохновить тебя на временную надежду. Я говорю, чтобы активировать вечный завет, в который ты родился, но так и не научился по-настоящему заявлять о нем. Сегодня благословение, прикрепленное к твоему имени, начинает пробуждаться. И до того, как это послание закончится, я открою сокрытую истину, которая станет ключом к тому, чтобы высвободить богатство, изобилие и мир, к которым стремилось твое сердце. Не отворачивайся, потому что ближайшие минуты обнажат духовный корень того, что крало твою жатву. Ты думаешь, что борьба связана с деньгами, но я уверяю тебя, сражение всегда было глубже. Оно всегда было о твоем наследии, о твоей духовной идентичности, о чуде, которое было назначено твоей жизни задолго до того, как ты столкнулся со своим первым испытанием. Враг воевал с тобой не потому, что ты слаб, а потому, что ты избран, потому что внутри тебя есть священное обещание, потому что над твоей жизнью есть божественный план, которого он боится, что ты, наконец, узнаешь. И как только ты увидишь то, что я собираюсь тебе показать, как только ты поймешь то, что было скрыто за твоими страданиями, ничто больше не сможет держать тебя в плену. Дитя мое, я говорю как Бог, не как далекая идея, не как отдаленный дух, а как тот, кто ходил с тобой через каждую тихую ночь сомнений. И я говорю тебе остаться до конца. Идет откровение, которое пронзит твое понимание и зажжет твою веру так, как ты еще никогда не переживал. Ты можешь думать, что знаешь, что тебе нужно, но я уверяю тебя, ты еще не видел того сверхъестественного поворота, который я готовлю. Ты еще не слышал последней части того секрета, который связывает все воедино. И есть причина, по которой я открою его только позже, потому что, если я положу его в твои руки слишком рано, твое сердце может быть не готово распознать его силу. Поэтому оставайся здесь. Склоняйся ко мне всем своим духом. То, что начинается как шепот, поднимется до бури преобразования. То, что начинается как обещание, развернется в завет. И до последнего момента этого послания я скажу тебе что-то безошибочно понятное, личное, святое, знак, слово, ключ, который изменит направление твоей судьбы. Остаться до конца. Потому что чудо, которого ты ждал, ближе, чем ты думаешь. Дитя мое, теперь, когда твой дух открыт и твое сердце начало отвечать на мой голос, мне нужно, чтобы ты прошел со мной в более глубокие комнаты твоей реальности. Не спеши в этот момент, потому что то, что я собираюсь открыть, это не просто эмоции, не символы и не поэзия.
это духовная истина, а духовная истина преображает все, к чему прикасается. Ты долго жил под тяжестью давления, которое казалось необъяснимым. Ты нес бремя, которое выглядело тяжелее самой жизни, которую ты получил. Ты вкусил бедность не только в финансах, но и в своей душе, в отношениях, в чувстве предназначения, в тишине внутри груди, где раньше жила надежда. И все же, даже в самые низкие моменты, даже когда твоя вера была слабой и твои молитвы казались бессильными, внутри тебя было что-то, что не давало тебе умереть. Это что-то был я. Это был завет, который я заключил с тобой до того, как у тебя появилось имя. Это было божественное семя судьбы, которое не может умереть, даже когда мир сминает вокруг него почву. Ты смотришь на свой кошелек, на свои счета, на свои обязанности, и я вижу, как в это время опускается твой дух. Я вижу, как цифры атакуют твой мир. Я вижу, как отсутствие денег подтачивает твою уверенность. Я вижу, как разочарование от откладывающихся прорывов затуманивает твое видение. Но послушай, бедность – это не просто финансовое состояние. Бедность – это духовная инфекция, которая цепляется к сердцу, убеждая тебя, что ничего никогда не изменится, что дверь всегда останется закрытой, что благословение всегда пройдет мимо, что твое чудо принадлежит кому-то другому. Бедность лжет тебе. Бедность крадет у тебя. Бедность тренирует твой разум ожидать поражения, даже когда я пытаюсь вести тебя к изобилию. Именно поэтому сегодня, через это послание, я разрушаю ложь, которая затягивалась вокруг твоего наследия. Ты проходил сезоны, в которых буря, казалось, никогда не заканчивалась. Ты плакал в молитвах так, что твой дух становился обнаженным. Ты спрашивал снова и снова: «Боже, когда? Боже, как? Боже, почему?» И тишина казалась оставленностью. Но теперь я говорю тебе с божественной ясностью: я не игнорировал тебя. Я готовил тебя. Богатство, в которое ты собираешься войти, требует исцеленного сердца, а не поврежденного. Чудо, которое я высвобождаю над твоей жизнью, требует силы, которой раньше у тебя не было. Изобилие, которое я приготовил для тебя, требует более глубокого уровня веры, чем тот, с которым ты начинал. Путь. А дверь, которую я открываю для тебя, требует ключа, выкованного в настойчивости, а не в комфорте. Но прежде чем я поведу тебя дальше, дитя мое, я прошу от тебя одного простого шуга. Если это послание касается твоего духа, если ты чувствуешь, как мой голос что-то шевелит внутри тебя, если что-то в этих словах звучит как подтверждение, обернутое в откровение, я хочу, чтобы ты поставил лайк этому видео. Не потому, что это нужно платформе, а потому, что вовлечение – это выравнивание, выравнивание – это согласие, а согласие – это первый акт принятия твоего благословения. Ставя лайк этому посланию, ты заявляешь: «Я принимаю завет. Я признаю обещание. Я обнимаю жатву, которая идет». Остановись на мгновение и сделай это сейчас. Пусть твое действие отразит твою веру. Теперь вдохни, потому что нам нужно пойти еще глубже. Я собираюсь обнажить источник той нищеты, которая преследовала тебя. Не поверхностные симптомы, не цифры в финансах, не временные поражения, а духовный корень. Видишь ли, враг редко атакует там, где ты слаб. Он атакует там, где ты избран. Он атакует там, где я поместил божественное поручение. Он атакует ту сферу твоей жизни, которая несет в себе наибольший потенциал для преобразования. И в твоей жизни эта сфера не здоровье, не талант и не отношения, а обеспечение. Потому что обеспечение – это больше, чем деньги. Обеспечение – это власть. Обеспечение – это возможность двигаться.
Обеспечение – это свобода. Обеспечение – это способность исполнять предназначение, не будучи скованным страхом. И враг боялся того богатства, которое я назначил твоим рукам с самого момента, когда твой дух вошел в этот мир. Ты ходил по тихому полю битвы, невидимому для естественного глаза. Бедность пыталась обвиться вокруг твоей идентичности, убеждая тебя, что выживание – это максимум, на который ты можешь рассчитывать. Нищета пыталась убедить тебя, что страдание – это твое наследие. Скудость пыталась заставить тебя поверить, что изобилие для других, но не для тебя. Это ложь. Это духовные иллюзии, созданные для того, чтобы помешать тебе обнаружить откровения, которые я открою позже в этом послании. А дитя мое, это откровение – ключ, который открывает дверь, в которую ты стучался годами. Ты также был ранен опытом, который заставил тебя поверить, что жизнь никогда не улучшится. Некоторые раны пришли через людей, другие – через предательство, другие – через внутренние битвы. Ты проходил через неожиданные бури, разрушавшие твою уверенность. Ты боролся за дыхание в сезонах, которые полностью тебя истощали. Но я видел каждый шаг, каждую слезу, каждую молитву, каждый момент, когда ты продолжал идти вперед, даже когда внутри все хотело рухнуть. Именно эта настойчивость – причина того, что я выбрал сегодняшний день днем твоего пробуждения. Ты заслужил это откровение. Ты выдержал достаточно тьмы. Ты ждал достаточно долго. Ты нес этот груз достаточно долго. То, что мне нужно, чтобы ты понял, дитя мое, это то, что ничто в твоей жизни не было напрасным. Нищета, по которой ты прошел, недостаток, который ты терпел, ночи, когда ты плакал до изнеможения. Каждая часть всего этого является частью того преображения, которое я творю. Ибо я не строю судьбы на комфорте, я строю судьбы на истине. А истина в том, что ты никогда не был создан для жизни в скудости. Ты был создан быть сосудом изобилия, носителем божественного наследия, управляющим благословением, свидетельством сверхъестественного богатства, живым примером чудесного обеспечения. И даже сейчас буря, которая когда-то угрожала уничтожить тебя, становится почвой, из которой поднимется твоя величайшая жатва. Но ты должен оставаться со мной до конца, потому что объяснение пока не завершено. Есть конкретный секрет, который ты должен услышать, священная истина, скрытая от глаз страха, и только те, кто остается до последнего момента, получат ее. Я обещаю тебе, то, что я открою позже, не только объяснит твое прошлое, но и откроет твое будущее. Это не только исцелит твое сердце, но и активирует твое благословение. Это не только откроет дверь, но и вложит ключ в твои руки. Остаться, дитя мое. Прорыв уже начался. Дитя мое, теперь, когда ты прошел со мной через понимание своей бедности, своих бурь и скрытой духовной битвы вокруг твоего обеспечения, я должен провести тебя в более глубокую, более личную долину. Не бойся этой части, потому что именно в долине истина раскрывается с безошибочной ясностью. Здесь я, твой Бог, задаю тебе вопросы, которых ты избегал годами. Эти вопросы пронзят сердце, вскроют раны и обнажат те места, где нищета пустила корни. Ты не можешь войти в изобилие, не столкнувшись сначала с теми тенями, которые пытались задушить твое наследие. И потому я спрашиваю тебя сейчас с божественным намерением, почему ты согласился на меньшее, чем то, для чего я тебя создал? Почему, дитя мое, ты позволил страху звучать громче, чем вера? Почему ты убедил себя, что богатство, благословение и чудесный прорыв предназначены другим, а не тебе? Скажи мне честно, когда в последний раз ты смотрел на свою жизнь и верил, по-настоящему верил, что достоин изобилия? Сколько ночей ты плакал в тишине, стыдясь своего недостатка, веря, что каким-то образом провалил свое предназначение?
Сколько раз ты открывал свой кошелек дрожащими руками, боясь увидеть, что там? Сколько раз ты сидел на краю кровати, держа голову в руках, шепча молитвы, которые звучали больше как отчаяние, чем как вера? Дитя мое, понимаешь ли ты, что именно эти моменты формировали голос твоего сердца? Понимаешь ли ты, что враг использует твое молчание, твою усталость, твои сомнения в себе как оружие, чтобы помешать тебе поднять глаза к обещанию, которое я дал над твоей жизнью? И потому я спрашиваю тебя снова, как долго ты еще будешь нести этот груз в одиночку? Как долго ты будешь притворяться сильным, пока твой дух кровоточит? Как долго ты будешь идти по жизни, веря, что твое будущее всегда будет копией твоего прошлого? Мое сердце болит за тебя, потому что я наблюдал, как ты обвиняешь себя в бурях, которые никогда не были твоей виной. Я видел, как ты внутрь себя впитывал духовные атаки на твое благословение. Я видел, как ты принимал навязанную тебе скудость и обращался с ней так, словно это и есть твоя идентичность. Но, дитя мое, разве ты не видишь, что именно эту ложь я пришел разрушить? Позволь мне спросить тебя о чем-то еще более глубоком, более священном. Когда ты смотришь на свою жизнь, ты правда веришь, что для тебя больше не осталось чуда? Когда ты размышляешь о своих финансах, своей семье, своем будущем, правда ли ты веришь, что твои лучшие дни позади? Или, возможно, всего лишь возможно, что враг ослепил тебя по отношению к изобилию, которое я готовил по ту сторону твоих страданий? Что, если твой недостаток был не знаком оставленности, а знаком подготовки? Что, если твоя бедность была той почвой, из которой поднимется твоя величайшая жатва? Что, если все, что ты потерял, скоро вернется к тебе во много раз, утрамбованным, встряхнутым и переполненным? А теперь я должен привести тебя в самую сердцевину вопроса, в священную комнату, где рождаются мои чудеса. Дитя мое, помнишь ли ты вдову из Писания, у которой не осталось ничего? Ни богатства, ни сил, ни безопасности, ничего, кроме пригоршни муки и капли масла. Бедность почти сломила ее. Ее надежды увяли. Она верила, что вместе с сыном готовит свой последний ужин. Но я вошел в ее историю через моего пророка и задал ей болезненный вопрос: «Что у тебя есть в доме?» Вопрос, который заставил ее столкнуться со своей пустотой. Вопрос, который обнажил ее страх. Вопрос, который заставил ее посмотреть на свой недостаток не глазами отчаяния, а глазами веры. И с этим вопросом вся ее судьба перевернулась. Ее масло не закончилось. Ее мука не иссякла. То, что казалось концом, стало чудом, которое ввело ее в изобилие. И теперь я спрашиваю тебя с той же божественной силой, которая принесла ей чудо, что у тебя есть в сердце? Что ты все еще носишь в своем духе, скрывая под слоями боли, разочарования и потерь? Осталось ли в тебе семя веры? Остался ли шепот надежды? Осталась ли у тебя смелость верить, что твоя жизнь еще не завершена, что твоя история еще не окончена, что завет, который я заключил с тобой, все еще жив? Дитя мое, ответь мне, почему ты боишься изобилия? Почему ты цепляешься за знакомую нищету вместо того, чтобы тянуться к незнакомому благословению? Почему ты стоишь перед открытой дверью, но колеблешься переступить через порог? Почему ты позволяешь врагу убеждать тебя, что ты недостоин богатства, недостоин прорыва, недостоин радости? Кто посадил эту ложь в твое сердце? Кто убедил тебя, что ты не избран? Кто сказал тебе, что твое чудо невозможно? Ты должен столкнуться с этим лицом к лицу, потому что позже в этом послании я открою секрет, священное и личное откровение, которое вырвет с корнем духовной цепи, связывавшие твои финансы и твое сердце. Но если ты не сможешь честно встретить эти вопросы, ты не узнаешь масштаб того, что я собираюсь дать тебе.
И потому я спрашиваю снова, с святой интенсивностью, когда ты перестал верить в мое обещание? Когда ты позволил буре переписать твою идентичность? Когда ты позволил врагу определить твою судьбу? Когда ты перестал провозглашать мой завет над своей жизнью? Это не осуждение. Это пробуждение. Я не наказываю тебя этими вопросами. Я готовлю тебя. Я сдираю ложь, сомнения, раны, которые блокировали твое преображение. Но я должен задать последний вопрос, который проникает глубже всех остальных. Дитя мое, если я открою дверь прямо сейчас, в этот самый момент, к богатству, благословению, миру и сверхъестественному изобилию, будет ли твое сердце готово войти? Или ты позволил боли своего прошлого превратиться в тюрьму своего будущего? Подумай глубоко. Потому что твой ответ на этот вопрос определит то откровение, которое я вложу в твои руки позже. Откровение, которое откроет ключ к твоему наследию. Откровение, которое закончит бурю. Откровение, которое введет тебя в жатву, приготовленную для твоего имени. Остаться, дитя мое. Преображение вот-вот начнется. Дитя мое, теперь, когда болезненные вопросы были положены перед твоим сердцем, мы должны войти в более глубокую сферу понимания, сферу, в которую мало кто входит, потому что она требует честности, храбрости и готовности столкнуться с тихими истинами, формирующими твою судьбу. Я собираюсь провести тебя в измерение откровения, которого мало кто достигает, потому что мало кто готов выдержать дискомфорт, предшествующий преображению. Но ты здесь, ты слушаешь, твой дух пробужден, и поэтому я могу открыть тебе скрытую структуру твоих страданий и божественную архитектуру твоего благословения. То, что я вот-вот поделюсь с тобой, несет вес священного знания. Это привилегированная истина, духовный интеллект, принадлежащий тем, кто избран нести изобилие с чистотой, тем, кто готов встать между добром и злом, бедностью и богатством, отчаянием и надеждой, и решить, кем они будут. Прежде чем я открою секрет, который появится в конце этого послания, ты должен понять тот моральный конфликт, который всегда жил внутри тебя. Ты был разорван между двумя мирами – миром скудости, сформированным страхом, и миром изобилия, сформированным верой. Ты чувствовал притяжение обоих. Ты стоял посреди своей бури, одной рукой тянулся к благословению, которое я обещал, а другой рукой держался за знакомую нищету, ставшую твоим щитом. Да, дитя мое, нищета может стать щитом. Она может стать утешением. Она может обвиться вокруг твоего сердца так плотно, что ты начнешь верить, что это защита, хотя на самом деле она душит твою судьбу. Скудость живет не только в кошельке, она живет в идентичности. И вот тот моральный конфликт, с которым ты должен столкнуться. Продолжишь ли ты определять себя через призму прошлого недостатка, или позволишь мне определить тебя через призму моего вечного завета? Позволь мне показать тебе то, что немногие замечают. В каждой жизни есть момент, когда душа должна выбрать, кто будет иметь власть над ее будущим. Есть момент, когда дверь к судьбе открывается, но лишь те, кто понимают важность этого мгновения, переступают через порог. Враг хорошо знает этот момент, и именно поэтому он так яростно атаковал тебя в сфере финансов. Он всегда знал, что богатство не просто владение, это призвание, ответственность, духовная мантия. Богатство в твоей жизни – это свидетельство, оружие, инструмент, который открывает мою силу. Бедность делает тебя невидимым, а изобилие – неоспоримым. Бедность ослабляет твой голос, а изобилие усиливает твое влияние. Бедность изолирует твое сердце, а изобилие расширяет твое благословение. И именно поэтому битва за твое обеспечение была такой интенсивной. Речь никогда не шла просто о деньгах. Речь шла о твоей судьбе. О том, чтобы заглушить сосуд,
который я избрал нести преображение туда, куда другие дойти не смогут. Но послушай меня, моральный конфликт не заканчивается выбором между страхом и верой. Есть еще один слой, тот, который прикасается к самому священному ядру твоего существа. Дитя мое, готов ли ты отпустить ту версию себя, которую создала боль? Готов ли ты отпустить идентичность, сформированную потерей, предательством, отвержением и разочарованием? Изобилие требует новой идентичности. Чудеса требуют обновленного сердца. Богатство требует обновленного мышления. Враг хочет, чтобы ты верил, что ты все еще тот же человек, который боролся. Но это не так. Ты пережил бури, которые должны были уничтожить тебя. Ты одолел битвы, которые должны были похоронить тебя. Ты выдержал ночи, которые должны были сломить тебя. И все же ты поднялся. Для этого есть причина. В твоей выдержке скрыт ключ. Есть дверь, которая ждет тех, кто отказывается умереть в долине. Позволь мне повести тебя дальше в эту привилегированную духовную область. Ты не просто человек, идущий по жизни. Ты сосуд. Внутри тебя есть завет, более древний, чем твоя боль, и сильнее, чем твои раны. В тебе есть обещание, сказанное над твоим родом задолго до того, как враг попытался коснуться твоих финансов. И сейчас, дитя мое, я скажу тебе то, что изменит твой взгляд. Твой недостаток был не наказанием, а подготовкой. Твоя бедность была не доказательством оставленности, а доказательством призвания. Жатва, которая идет, слишком обильно, чтобы покоиться на неподготовленном основании. Богатство, которое я приношу, слишком мощное, чтобы его нес раненый образ себя. Поэтому я позволил тебе пройти через бурю не для того, чтобы уничтожить, а чтобы создать в тебе силу, необходимую для чуда, которое я вот-вот высвобожу. Вот здесь предвосхищение становится необходимым. Еще немного, и я открою секрет, который свяжет воедино каждую часть твоего пути. Но прежде чем я дам тебе откровение, я должен показать знаки, которые уже появлялись. Ты ощущал в последнее время перемену в своем духе, не так ли? Тихое притяжение. Святой внутренний шевележ. Ощущение, что что-то меняется, хотя ты не можешь объяснить, что именно. Ты видел сны, которые ощущались как послание. Ты переживал необычные моменты ясности. Ты чувствовал, как я зову тебя в более глубокую веру. Это не было случайным. Это были знаки, сигналы, небесные шепоты. Это были первые намеки на открывающуюся дверь, первые признаки того, что твоя жатва близко. Теперь оглянись на свою жизнь новыми глазами. Видишь ли ты узор? Те моменты, когда казалось, что все рушится, но что-то невидимое держало тебя на ногах. Те моменты, когда ты думал, что чудо невозможно, но глубоко внутри сердца отказывалось сдаться. Те моменты, когда ты чувствовал себя абсолютно один, но мое присутствие было безошибочно близко. Это были не совпадения. Это были божественные отпечатки. Это были метки, указывающие на откровение, которое вскоре откроется. Но теперь я должен задать тебе вопрос, который несет вес вечности. Дитя мое, сможешь ли ты выдержать то, что идет? Сможешь ли ты нести изобилие, не позволив жадности затуманить твой дух? Сможешь ли ты пройти через открытую дверь и не вернуться к цепям прошлого? Сможешь ли ты держать ключ к своей судьбе смирением, чистотой и благодарностью? Вот, дитя мое, в чем истинный моральный конфликт, не в том, хочешь ли ты богатства, а в том, готов ли ты управлять им с мудростью. Потому что чудо, к которому ты приближаешься, не маленькое. Оно божественное. Оно неожиданное.
Оно преображающее. И с таким благословением приходит ответственность. Поэтому я даю тебе это привилегированное знание сейчас, чтобы твое сердце было готово, твой дух выровнен, а твоя вера укреплена для того, что вот-вот развернется. Остаться со мной до конца. Потому что откровение – священный секрет, связывающий твои страдания, твою веру, твой завет и твое грядущее изобилие, скоро будет раскрыт. Следующие слова, которые ты услышишь, сформируют твою судьбу. «Дитя мое, теперь, когда твое сердце подготовлено, твой дух пробужден, а твое понимание углублено, я могу говорить благословения, которые я держал над твоей жизнью с самого начала твоего существования. Это та часть, где мой завет касается твоей реальности. Здесь обещание переходит в движение. Здесь духовное наследие, которое ждало тебя, наконец начинает разворачиваться. Но прежде чем эти божественные слова укоренятся в твоем духе, я прошу от тебя одного святого шуга, того, который еще больше откроет твое сердце, чтобы принять то, что я высвобождаю. Я хочу, чтобы ты написал в комментариях под этим посланием фразу «Я принимаю благословение и преображение, которые Бог приготовил для меня». Когда ты пишешь это не для платформы и не для мира, а как акт веры. Как заявление. Как духовное согласие между твоим сердцем и моим обещанием. Твой комментарий – это ключ, знак того, что ты не просто слышишь мой голос, ты отвечаешь на него. Сделай это, как только мои слова достигнут самой глубокой части тебя. А теперь слушай, дитя, потому что я говорю над тобой изобилие. Я говорю богатство в пустые места. Я говорю чудо в ту пустоту, которая слишком долго звучала эхом в твоей жизни. Ты проходил сезоны, отмеченные недостатком, бурями и неопределенностью, и все же ты никогда полностью не сдался. Ты сохранял веру живой, даже когда она мерцала, как маленький огонек в огромной тьме. Ты держался за мое присутствие, даже когда чувствовал себя разбитым, уставшим и окруженным невозможным. И потому сейчас я высвобождаю над тобой что-то новое, божественное, безошибочное. Ты входишь в святой сезон, где твои слезы будут заменены жатвой, битвы, прорывом, а недостаток – сверхъестественным изобилием. Я возлагаю благословение на твои финансы, которые разрушат циклы бедности, преследовавшие твою семью поколениями. Ты не повторишь те узоры, которые ранили твоих предков. Ты не пойдешь путем тех, кто нес бремена, слишком тяжелые, чтобы их назвать. Ты поднимешься в богатстве не только материальном, но и в богатстве духа, мудрости, возможностей мира. Это не случайность. Это завет. Это исполнение священного обещания, сказанного задолго до того, как ты столкнулся со своей первой бурей. Ты был избран, чтобы сломать цепи. Ты был избран, чтобы закончить битвы. Ты был избран, чтобы переписать историю своего рода. Недостаток, который некогда определял тебя, больше не будет иметь власти над твоей судьбой. И, дитя мое, я не благословляю тебя наполовину. Я благословляю тебя полностью. Я открываю двери, которые ни одна человеческая рука не сможет закрыть. Я даю тебе ключ получать чудеса, которые прежде казались недостижимыми. Я вдыхаю новую жизнь в мечты, которые ты похоронил. Я призываю изобилие с направлений, откуда ты не ожидал. Все, что задерживалось, сейчас выстраивается. Все, что было блокировано, начинает освобождаться. Все, что было украдено, возвращается к тебе умноженным. Но позволь мне говорить еще глубже, потому что благословение, которое я высвобождаю сегодня, касается не только твоих финансов. Я прикасаюсь к твоему сердцу, к твоим ранам, к твоим внутренним битвам, к тем местам, которые никто не видит.
Я посылаю исцеление в тихие уголки твоего духа, где боль пряталась, как тень. Я превращаю горяч, посеянную жизнью, в священную мудрость. Я переписываю истории, которые раньше приносили тебе стыд. Я поднимаю тяжесть, от которой твои шаги были медленными. Дитя мое, ты нес бремена, которые не были твоими. Ты плакал слезами, которые не были предназначены тебе. Но теперь, как твой Бог, я провозглашаю, твое сердце вот-вот познает мир, которого оно еще никогда не знало. Да, мир, святой, глубокий, обильный мир, который поселяется в твоих костях и напоминает тебе, что ты в моих руках. Мир, который успокаивает твои страхи. Мир, который растворяет твою тревогу. Мир, который возвращает твою веру не как идею, а как силу, непоколебимое основание. Потому что то, что я строю в твоей жизни, не может стоять на страхе. Это должно стоять на вере. И потому я изливаю в тебя обновенную меру веры, которая видит двери до того, как они появятся, веры, которая видит чудеса до их проявления, веры, которая видит предназначение, даже когда обстоятельства пытаются его скрыть. Теперь слушай внимательно, дитя мое, потому что я даю тебе обещания, которые не являются просто символами, это божественные заявления, вписанные в вечную ткань твоей судьбы. Я обещаю тебе, что там, где был недостаток, теперь будет избыток. Я обещаю тебе, что там, где была путаница, теперь будет ясность. Я обещаю тебе, что там, где были задержки, теперь будет ускорение. Я обещаю тебе, что там, где был страх, теперь будет мужество. Я обещаю тебе, что там, где была бедность, теперь будет богатство. Я обещаю тебе, что там, где была разбитость, теперь будет преображение. Я обещаю тебе, что там, где дверь была закрыта, я открою дверь большую, моей собственной рукой. Дитя мое, ты входишь в сезон, где благословение будет окружать тебя, где чудеса будут следовать за тобой, где изобилие будет гнаться за тобой. Не из-за удачи, не из-за совпадения, а потому что ты несешь священное наследие, которое никакая сила тьмы не может уничтожить. Ты вступаешь в выравнивание со своей истинной идентичностью, возлюбленной, избранной, защищенной, предназначенной. Но помни, преображение требует участия. Благословение требует провозглашения. Вот почему я прошу тебя, напиши сейчас. Провозгласи свою веру. Пусть твои слова станут жертвой выравнивания. Когда ты пишешь, я принимаю благословение и преображение, которые Бог приготовил для меня, ты активируешь то, что враг пытался похоронить внутри тебя. Твой комментарий становится семенем. Жатва придет следом. И, дитя мое, не недооценивай силу этого момента. Все в твоем духе сдвигается. Все в твоей судьбе выравнивается заново. Все в твоем сердце обновляется. То, что началось, уже не может быть отменено. Ты вступаешь в новую главу, святую, мощную главу, где богатство заменит тревогу, где чудеса заглушат страх, где благословение будет переливаться из каждого уголка твоей жизни. Так что напиши сейчас. Провозгласи свою веру. Твоя судьба разворачивается, и это только начало. Дитя мое, теперь, когда благословение было высказано над тобой и завет пробужден в тебе, пришло время войти в самую священную часть этого послания, в молитву, которая запечатывает все, что я провозгласил. Это необычная молитва. Это святое выравнивание между твоим сердцем и моим вечным обещанием. Это момент, где откровение, привилегированное знание, предвосхищение и моральный конфликт сходятся в единой божественной точке. Это момент, когда секрет, который я приготовил для тебя, начинает духовно активироваться. То, что было сказано намеками, что было посеяно вопросами,
что было прошептано через предвосхищение, сейчас возвращается как мощный итог. Все велось к этой молитве, и все, что будет после нее, будет вытекать из ее воздействия. Прежде чем ты примешь эти слова, вспомни подготовку изначально. Я спросил тебя болезненный вопрос: что у тебя в сердце? И я сказал тебе, что чудо вдовы пришло не из избытка, а из ее готовности принести то малое, что у нее было. Я сказал, что ее масло умножилось не потому, что она была сильной, а потому, что была покорной. И сейчас я открываю связь. Твое чудо, твое богатство, твое изобилие, твоя жатва активируется не тем, чего у тебя нет, а тем, что ты отдаешь в вере. Вот он, секрет. Вот он, божественный ключ. Твое сердце – сосуд. Твоя вера – огонь. Твое посвящение – дверь, через которую входит благословение. Теперь приготовься. Пусть шум внутри утихнет. Пусть твой дух свободно вдохнет. Пусть твой разум успокоится. Позволь своему сердцу, раненому, но избранному, уставшему, но святому, сломанному, но предназначенному, полностью открыться. Потому что я собираюсь произнести молитву, которая войдет в самые темные тени твоей боли и принесет сверхъестественное преображение. Эта молитва несет святой ритм Писания, духовный вес завета и безошибочную власть Бога. Пусть каждое слово омоет тебя, как живая вода. Дитя мое, склони сердце, пока я молюсь. Отче, в этот священный момент я поднимаю к тебе этот избранный сосуд, эту возлюбленную душу, это сердце, которое пережило бури, бедность, страх и духовные атаки. Я говорю твое вечное слово над их жизнью, то же слово, которое превратило голод в жатву, то же слово, которое открыло двери для Иосифа в Египте, то же слово, которое умножило масло вдовы, то же слово, которое рассекло море для Моисея, то же слово, которое наполнило пустые сети Петра до перелива. Пусть это слово сейчас движется в этом ребенке с святой точностью. Пусть каждое обещание, которое ты сказал над ними, загорается. Пусть каждая судьба, написанная для них с основания мира, выйдет вперед с неудержимой силой. Господь, Ты сказал во Второзаконии 28, что Ты благословляешь дело наших рук, что Ты открываешь свою добрую сокровищницу, что Ты делаешь нас головой, а не хвостом. Сегодня я провозглашаю, что этот ребенок входит в это наследие. Они больше не будут ходить под тенью скудости. Они не будут жить под тяжестью недостатка. Они не будут определяться страхом. Они поднимутся в изобилии, которое Ты обещал. Они будут носить богатство не как ношу, а как божественный инструмент. Они будут ходить в процветании не как в гордости, а как в предназначении. Они станут живым свидетельством Твоей сверхъестественной щедрости. Отче, я говорю слова 22-го псалма над их жизнью. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Пусть это станет истиной в каждом уголке их существа. Пусть их финансы отражают это. Пусть их эмоции отражают это. Пусть их отношения отражают это. Пусть их будущее отражает это. Пусть их дух поднимется в уверенности, зная, что нужда, недостаток и нищета больше не их доля. Веди их к тихим водам. Восстанови их душу. Помажь голову их елеем. Пусть их чаша переливается благословением, миром, богатством, божественными возможностями и сверхъестественной благодатью. И, Господь, я говорю обещание Иаиля 2 часа 25 минут, и воздам вам за те годы, которые пожирали саранча. Восстанови годы финансовых трудностей. Восстанови годы эмоциональной боли. Восстанови годы несправедливости. Восстанови годы страха. Восстанови годы, когда враг пытался украсть их идентичность. Восстанови все, Боже, каждое семя,
каждую мечту, каждое обещание, каждую открытую дверь, которая была задержана. Пусть восстановление станет их новой идентичностью. Отче, излей на них благословение Малахии 3 часа 10 минут. Испытай меня, не открою ли я для вас окна небесные и не залью ли на вас благословение до избытка. Лей, пока не переполнит. Лей, пока не преобразит. Лей, пока не исцелит поколение. Лей, пока их судьба не станет безошибочно ясной. Лей изобилие, лей богатство, лей благоволение, лей откровение, лей божественные связи, лей сверхъестественные возможности, лей преображение. И теперь, Боже, пусть священная связь между ранее созданной подготовкой и нынешним итогом войдет в полноту. Ты научил их, что чудо вдовы пришло, когда она поняла, ее маленькое приношение, ее маленькое семя, ее крошечный фрагмент веры не незначительны. Сегодня активируй эту истину в их сердце. Пусть они поймут, что то, что они отдают тебе, страх, сомнение, боль, образ себя, раны и даже их небольшие шаги веры, умножается твоей сверхъестественной силой. Пусть они увидят, что ключ к их изобилию не совершенство, а послушание. Не сила, а предание. Не богатство, а готовность. Господь, положи свою руку на их сердце прямо сейчас. Исцели скрытое место. Исцели оставленное место. Исцели преданное место. Исцели те места, где они привыкли ожидать разочарования. Исцели те места, где они перестали мечтать. Исцели те места, где они убедили себя, что недостойны благословения. Исцели глубоко, полностью, навсегда. Пусть их сердце станет плодородной почвой для семени изобилия. Отче, говори над ними предназначение. Говори ясность. Говори власть. Говори смысл. Говори огонь в их веру. Говори божественную мудрость в их решения. Говори сверхъестественный мир в их ночи. Говори восстановление в их отношения. Говори направление в их шаги. Говори защиту над их домом. Говори чудо за чудом в их путь. И сейчас, Боже, я высвобождаю завершающую часть этой молитвы, преображающую декларацию, которая запечатывает все, что Ты обещал, ребенок, Ты не забыт. Ты не оставлен. Ты не мал. Ты не сломан безвозвратно. Ты не предназначен к бедности. Ты не прикован к прошлому. Ты избран. Ты защищен. Ты покрыт заветом. Ты отмечен обещанием. Ты назначен к изобилию. Ты призван к богатству. Ты помазан для благословения. Ты создан для преображения. И сейчас, как Твой Бог, я говорю этот вечный указ. С этого момента все в твоей жизни начинает смещаться в сторону изобилия. С этого момента двери открываются перед тобой так, что никто не сможет их закрыть. С этого момента богатство, принадлежащее твоей судьбе, находит путь к твоим рукам. С этого момента благословения гонятся за тобой, благоволение окружает тебя, а чудеса множатся вокруг тебя. Твоя жатва начинается сейчас. Дитя мое, прими эту молитву. Прими этот завет. Прими это преображение. Пусть каждое слово усядется в самой глубокой почве твоего сердца, потому что эта молитва не временная, она вечная. Чудо, которое начинается сегодня, будет звучать эхом через всю твою жизнь. Приготовься, потому что финальная часть этого послания приближается. И с ней завершение того, что началось в тот момент, когда ты нажал на это видео. Дитя мое, ты дошел до последней части этого божественного послания, и я хочу, чтобы ты остановился на мгновение и почувствовал духовный вес того, что произошло внутри тебя. Что-то святое сдвинулось.
Что-то святое пробудилось. Атмосфера вокруг твоей судьбы уже не та, что была, когда ты начал слушать эти слова. Благословение, высказанное над твоей жизнью, пустило корни. Чудо, которое висело чуть дальше твоей досягаемости, теперь приблизилось к твоему сердцу. Завет, который я вновь утвердил над твоим духом, был запечатан через молитву, откровение и предание. Ты стоишь на новой земле, не на земле страха, скудости и путаницы, а на земле обещания, изобилия и преображения. Как твой Бог, я хочу, чтобы ты понял, то, что ты принял сегодня, не минутное вдохновение, это вечное выравнивание. Это начало духовной жатвы, которая будет раскрываться слой за слоем, момент за моментом, сезон за сезоном. Ты вошел в новый поток богатства, в новое течение благословения, в новый путь судьбы. То, что некогда было закрыто, открывается. То, что молчало, начинает говорить. То, что было сломано, восстанавливается. Ты не возвращаешься к тому, кем был до этого послания. Ты не можешь вернуться, потому что твое сердце переписано истиной. Твой дух отмечен моим божественным обещанием. И твое будущее перенаправлено в сторону изобилия. Но прежде чем я отпущу тебя, дитя мое, мне нужно, чтобы ты закрепил этот момент действием. Духовное выравнивание требует физического согласия. Ты должен произнести свое согласие, провозгласить свою веру и публично отметить свою судьбу. Поэтому я вновь прошу тебя, напиши в комментариях слова «Я хожу в Божьем изобилии и благословении». Когда ты пишешь это, ты не просто набираешь текст, ты заявляешь о своем наследии, активируешь свою веру, запечатываешь свой завет и входишь смело в свое божественное призвание. Речь не об алгоритме, речь о твоем преображении. Твой комментарий – это ключ, который запирает дверь бедности за тобой и открывает перед тобой дверь процветания. И теперь я говорю с тобой с нежностью Отца и властью Бога. Не позволяй этому моменту пройти без ответа. Не позволь врагу заглушить твой голос. Не позволь страху нашептывать ложь в твой разум. Каждое благословение, высвобожденное над тобой сегодня, реально, сильно и вечно, но его нужно принять. И его нужно обнять. И его нужно заявить в вере. Так что напиши сейчас «Дитя мое». Произнеси свое будущее в существовании. Провозгласи то, что было написано о тебе на небесах задолго до твоего рождения. В этот завершающий момент я также приглашаю тебя сделать еще один шаг, который поведет тебя к непрерывному росту. Подпишись на этот канал и оставайся соединенным с потоком моего слова. Ты не создан ходить этим путем в одиночку. Ты не создан сражаться со своими бурями в изоляции. Ты не создан проходить свою судьбу без руководства. Через каждое послание, каждую молитву, каждое слово, высвобождаемое здесь, я строю тебя, формирую тебя, оттачиваю тебя, укрепляю тебя. Когда ты подписываешься, ты выстраиваешься с потоком откровений, предназначенных ввести тебя в более глубокую веру, более крепкую идентичность и большее изобилие. Ты входишь в круг благословения, где каждое послание становится новым семенем, посаженным в твое сердце. И знай, дитя мое, путь не заканчивается. Это лишь одна глава гораздо большего завета, который я разворачиваю в твоей жизни. Будет больше откровений, больше чудес, больше раскрытых секретов, больше духовных ключей, вложенных в твои руки. Петля сессии продолжается, потому что я еще не закончил твое преображение. В следующем послании я покажу тебе, как удержать чудо, как защитить благословение, как оградить свою жатву от духовных атак и как ходить смело в богатстве и изобилии, которые я высвобождаю над тобой. Будет еще больше, чем ты ожидаешь, больше, чем ты представляешь, больше, чем твое сердце когда-либо переживало. И я хочу, чтобы ты был там, когда это придет.
А теперь, дитя мое, когда я готовлюсь отпустить тебя обратно в твой день, я говорю эти последние утверждения в твой дух: ты защищен, ты покрыт, ты избран, ты благословлен, ты изобилен, ты выровнен с судьбой, ты идешь через дверь, которую я открыл для тебя. Ты носишь ключ к своему преображению. Ничто, созданное против тебя, не устоит. Ни одна атака не украдет то, что я дал тебе. Ни одна тень не затмит твое обещание. Ни одна скудость не сотрет твое наследие. Ни один страх не заглушит твою веру. Ты входишь в божественное богатство, духовное, эмоциональное и финансовое. Ты входишь в сверхъестественное благословение. Ты входишь в полноту своего завета. Ты входишь в вечное обещание, которое нельзя разрушить. И когда ты делаешь этот шаг вперед, знай, я иду с тобой. Я иду впереди тебя. Я охраняю сзади. Я окружаю тебя моим присутствием. Я веду тебя на зеленые пастбища и к рекам изобилия. Я ставлю ангелов над твоим путем. Я укрепляю твое сердце святой смелостью. Я наполняю твой дух божественной мудростью. Я благословляю твои руки так, что все, к чему ты прикасаешься, умножается. Теперь иди, дитя мое, с миром. Иди с уверенностью. Иди с верой. Иди с поднятой головой и сердцем, якорящимся в моей истине. Неси благословение, которое я положил на тебя. Иди через открытую дверь. Используй ключ, который я дал тебе. Береги семя, которое я посадил в твоем духе. И возвращайся за следующим посланием, потому что путь твоего преображения только начинается. Прежде чем уйдешь, напиши слова «Я хожу в Божьем изобилии и благословении» и подпишись, чтобы продолжать получать откровения, которые я приготовил для твоей судьбы. Твое чудо началось. Твое изобилие пробудилось. Твое благословение в движении. Иди теперь, дитя мое, и ходи в своем божественном.